мой образец. Вы не представляете, он такой мягкий, очень приятный. Вот если бы еще его постирать надо было бы и вам показать. Я начну, ну, например, вот с бледно-розового. Смотрите, что нам с вами понадобится. Итак, да, кто никогда в руках не держал крючок, ничего страшного абсолютно. Просто как вам удобно, берите. Мы вот кончик короткий на пальчик накидываем и по часовой стрелке поворачиваем крючок. Повернули, получилась вот такая вот петелька. И через нее мы делаем просто скользящую петлю. Если у вас так не получается сделать скользящую петлю, сделайте любым удобным способом. Просто руками можете сделать. Это не играет никакого значения абсолютно. Просто первую скользящую петлю нам нужно с вами сделать. Потом мы с вами набираем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. Я вам покажу, как это сделать на 5 петельках. Я большой, например, плед вяжу на 10 петлях, и быстрее как бы, и просто сейчас, чтобы снять мастер-класс, чтобы много времени не занимать, мы сделаем короткий. Вы можете взять любое количество петель, только самое главное запомните, насколько вы вяжете петель. Видите, как я держу, каким образом крючок. Обычно, когда я вяжу крючком, я его держу ну, вот так вот, да, как ручку, например, чтобы писать, вот так вот. Но при тунисском вязании мне удобнее крючок держать именно вот таким образом. Итак, давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5. И 5 у нас должно быть рабочих. И одну мы набираем. Это у нас будет петля. Мы ее считать не будем. Она у нас будет кромочная с вами. Итак, да, смотрите. Одну мы петлю пропускаем. И во вторую от крючка. Вот одну мы пропускаем во вторую от крючка. В верхнюю половинку петли вводим крючок и вводим рабочую нить. Все, мы это не провязываем и считаем. 1, именно те, которые мы с вами провязали. 2, 3, 4 и 5. Вот видите, что у нас с вами получилось. Это кромочная. Мы ее считать не будем. Именно те, которые мы будем провязывать. 5 петель. Теперь смотрите, рабочую ниточку я зажимаю левой рукой и провязываю первую петлю. Вот так. Дальше буду провязывать по 2 петли, то есть эту и эту. Смотрите, сразу 2 петли. 1, и еще раз. И еще раз. Когда вы возьмете крючок потолще, у вас, естественно, он будет свободнее ходить, и вам будет удобно. И мы с вами провязали один ряд. Вот что у нас с вами получилось. Теперь второй ряд. Второй ряд мы с вами будем цепляться вот за те половинки петли предыдущего ряда, которые вот они явно выражены, которые вот с лицевой стороны. Изнаночную мы не трогаем, переворачивать мы вязание не будем. Вот как оно у нас лежит, так мы все время и будем вязать. Вот за первую половиночку, за ближнюю к нам зацепились и выводим. 1, считаем. 2, 3, 4. А последнюю мы будем провязывать за 2 половиночки. Вот за эти 2 половинки. Чтобы у нас не был сильно растянутый здесь край, мы самую последнюю будем цепляться за 2 половинки. Вот так. Вот, набрали мы с вами второй ряд. И сейчас мы вернемся, его провяжем. То есть, получается, мы туда, когда набираем, давайте считать, что это у нас лицевой ряд. А обратно мы идем ряд изнаночный, провязываем все петельки. Первую или последнюю, как хотите вы называете, да, мы провязываем одну. Вот так, да. А дальше мы провязываем по 2. 2. Опять 2. Опять 2. 2 и 2.
Итак, у нас с вами уже второй ряд, уже 2 ряда мы провязали. Всего нам нужно провязать по количеству петель. Если мы набирали с вами, у нас в работе 5 петель, значит, нам нужно провязать 5 рядов. Ряды у нас будут видно, вот они, по вот этим петелькам. Первый ряд, второй ряд и так далее мы идем. Всего нам нужно 5 рядов. Идем третий ряд. Старайтесь, чтобы ваши петли, которые вы прям, если вы делаете это первый раз, чтобы они у вас были одинаковые, чтобы не прыгали одна больше, другая меньше. Не торопитесь. Нужно просто потренироваться и протестировать. Последнюю мы провязываем две половиночки. Вот видите, я цепляюсь за 2 и провязываем. Все, вытянули, выровняли все и начинаем в обратную сторону двигаться. Эту мы провязываем одну, она у нас тоже с этой стороны кромочная. И пошли 2, опять 2, 2 и по 2. Все, уже 3 ряда, видите, мы с вами провязали. Вот. Просто если вы возьмете крючок поменьше, то вам неудобно будет проходить вот эти вот обратные ряды, когда в обратную сторону, и изделие будет такое очень плотное и затянутое. Вот с изнаночной стороны как это выглядит, с лицевой это выглядит вот так. Все, да, 3 ряда провязали, 2 ряда провязывайте самостоятельно. Смотрите, когда мы провязали с вами 5 рядов, у нас с вами получился вот такой вот квадратик. Эти ряды, вот их видно. 1, 2, 3, 4, 5. Все очень удобно. С изнаночной стороны тоже все ровненько, красиво. И с этой стороны. Самое главное, что это удобно. Не надо никуда изделие крутить. Лицо, изнанка. Все перед вами. Все удобненько. Сели и остались остаточки, там ниточки. Дальше подвязали, дальше подвязали. То есть, ну, на лето вы себе работу обеспечили в любом случае. И как раз к осени, когда наступит холода, у вас уже готовый плед получится. Вот. Теперь смотрите, теперь что нам с вами нужно сделать? Вот мы с вами вот здесь начинали, вязали. Теперь мы с вами будем поворачиваться, образовывать уголок, опять поворачиваться. То есть вот так мы по спирали будем вязать и образовывать с вами вот такие квадраты, прямоугольники, как хотите, да, называйте. Что нам для этого нужно? Смотрите, все как в настоящем, в правильном вязании, укороченные ряды. Мы с вами набираем теперь не 5 петель, а 4. 1, 2, 3 и 4. Следите внимательно, пожалуйста, чтобы вы не потеряли свои ряды. Одну мы, последнюю, не довязываем и идем назад. 1, 2, 3, 4 и кромочную. Вот так. Вот такая ступенька у нас с вами, видите, получилась. Следующий ряд мы набираем 3 петли. 1, 2 и 3. И обратно идем. 1, 2, 3 и кромочная. Уже видите, сколько ступенек у нас с вами получилось. Дальше 2 мы набираем. 1 и 2. Также провязываем. 1 и 2 и кромочную. Видите, ступенечки какие. Следующую одну можно вязать без ступенек. Конечно, есть много способов, как это провязывать. Но почему я вам показываю ступеньками? Чтобы вы сначала разобрались именно сам принцип. А потом вы можете выбрать любой. Когда вы уже разберетесь в самом как бы процессе, да, как это все устроено, вы можете вязать, естественно, без ступенек. Но сейчас, чтобы вам было видно и понятней, поэтому мы с вами образовываем ступеньки. Вот одну мы провязали, одну и кромочную. Все. Мы с вами сформировали наш уголок. Теперь мы с вами делаем одну воздушную петлю и поворачиваемся, да? Вот наш ряд. Вот по кромочной. Вот он, этот ряд, где мы провязывали одну. Это наша воздушная петля. Теперь мы за 2 половинки
провязываем одну. Все в обратном порядке мы теперь делаем. Одну и кромочную. Дальше предыдущую, которую мы с вами одну уже провязали, набираем уже мы с вами второй ряд. Вот наша ступенька за 2 половинки. Подтягивайте, чтобы не было большой дырочки, но не сильно. Раз, два и кромочная. Теперь вот наша одна петля, вот она уже половиночка, ее видно. Одну, 2 с предыдущего, вторую точнее, и третью добираем мы с вами за 2 половинки. Подтягиваем. Раз, два, 3 и кромочную. Видите, мы с вами уже поворачиваемся, мы повернулись. У нас уголок сформировался, мы повернулись. Вот наша первая, вторая, третья, пока она у нас за 2 идет половинки. И четвертую, вот ступенька с четвертой мы добираем. Тоже за 2. Раз, два, 3, 4 и кромочная. И осталось нам одну, чтобы восстановить количество наших петель. Раз, два, 3, 4 за 2. И вот наша пятая. Ну, можно ее вот за эти 2. Так. И возвращаемся. Ура! Смотрите, мы с вами повернулись. Теперь нам с вами нужно еще раз такой же уголок сделать. Еще раз повернуться. Смотрите. Вот мы с вами вязали. Мы повернулись один раз. И сразу же нужно повернуться еще раз. Поэтому мы с вами проделаем те же самые манипуляции. То есть теперь мы сразу набираем 4. Раз, два. Сразу делаем еще один поворот. 3 и 4. Обратно. Здесь большим пальчиком вот тут я, видите, придерживаю, помогаю себе. То есть я, естественно, тоже, когда долго не вяжу, я, естественно, путаюсь тоже. Я себе сразу формирую ряд, вот видите, чтобы его было видно, с чем мы дальше будем работать. Дальше мы набираем уже 3 петли. Раз, два, 3. Провязываем их. Также формируем вот эти же ступеньки. Каждый ряд, я вам советую, сразу его поправлять, чтобы вам было видно, когда вы будете возвращаться, за что, какую ступеньку брать. Поэтому как бы я советую вам для начала попробовать вот именно на 5 петельках, потом уже брать большее количество. Дальше мы набираем раз, два, 2 петли, 2 провязываем. Поправляем, чтобы было видно. И одну провязываем. И все. Делаем, вот у нас еще один уголок сформировался. Делаем мы воздушную петлю и действуем в обратную сторону. То есть сначала мы набираем за 2 петельки одну, провязываем одну петлю, потом еще раз уже в край этой провязанной петли одну и вторую, вот он второй ряд, добираем. Раз, два и кромочная. В следующем ряду уже 3. Вот у нас рядок. Не бойтесь, вытягивайте, укладывайте сразу. Раз петелька, 2 пока берем за край мы.
И третью, вот он, ряд добираем. Уложите ровненько, посмотрите, не торопитесь. Раз, два, три и кромочная. Вот рядочек. Раз, два, три. Отсюда, с края. И четвертую добираем. Провязываем. Раз, два, три, четыре и кромочная. Теперь нам нужно, смотрите, каким образом поступить. Нам нужно сделать, чтобы у нас, естественно, было 5 петель. Поэтому, вот смотрите, раз, два, три, 4 за 2. Мы еще набираем за 2. И пятую. Вот сюда мы с вами тоже за 2 цепляемся. И провязываем. Ой. Одну, а потом по 2. 3, 4, 5 и кромочная. Мы с вами, смотрите, развернулись 2 раза. Раз, два. Теперь мы будем с вами все вязать по кругу. У нас здесь с вами остается 1, 2, 3, 4, 5. Как раз 5 рядов. И мы будем к ним привязываться. Теперь мы все время будем считать по 5. То есть у нас все равно 5. Смотрите, 1, 2, 3, 4. А пятую мы будем поступать с вами следующим образом. Смотрите, здесь за одну половинку мы цепляемся. Сейчас я вам внимательно, чтобы вы посмотрели, покажу. Вот эта петелька предыдущего ряда за одну и за 2 кромочные, когда мы поднимали с вами, когда мы с вами просто ряды провязывали. И мы их обе, вот так, смотрите, я сразу провязываю, делаю как бы соединительный столбик. Вот. Сейчас у нас с вами 5. И мы опять провязываем одну, дальше по 2. Сейчас я вам покажу еще раз. Нам нужно, естественно, смотрите, связать вот эти как бы 2 половинки. Вот так, да? Поэтому мы будем захватывать одну половинку с этой стороны и с этой стороны. И их привязывать вместе. Набираем. И все время считаем мы с вами. 1, 2, 3, 4. Пятую, вот она у нас как бы, вот ее 2 половинки, но нам 2 половинки от этой пятой не нужны. Мы одну берем половинку, которая ближняя к нам, и вот в этот край продеваем и сразу выводим рабочую ниточку в одну, вот в этот край, и в пятую половинку одну. Вот у нас с вами сейчас 5. Мы набрали. Теперь пятую также одну мы провязываем сначала, и потом по 2 закрываем. Вот так. Видите, и у нас с вами соединяется красиво и аккуратно. Видите, вот наши треугольнички. Каждая, вот обратите внимание, как идет, если проследить. Смотрите, идет дорожка. Раз, повернулась, раз, сюда. И так она будет дальше продолжаться. Точно так же здесь. Вот идет дорожка, повернулась, еще раз повернулась и так далее. Когда мы дойдем с вами до края, до этого, опять мы сделаем такой же поворот и дальше. Еще одну давайте я вам покажу, чтобы внимательно. 2, 3, 4. Пятую мы берем. Вот она, видите? Вот она, половиночка. За половиночку мы берем. Вторая половинка нам не нужна. За ряд, да, за 2. Здесь за 2 получается. И проводим сразу раз. И как бы делаем соединительный столбик. Все. Видите, как красиво у нас с вами соединяется вот здесь посередине. Сделали мы соединительный. Теперь закрываем.
Ура! Ой, все. Видите, как у нас с вами красиво все поворачивается. Ну, как всегда, очень кому-то, может быть, покажется это сложным, но это, как всегда, только в начале. Дальше все пойдет одно и то же, одно и то же. Но я же говорю, что хорошо, когда у вас уже появится большое изделие, опять-таки же вам не надо его постоянно крутить, вертеть. Вы сели спокойно в удобную позу и в одну сторону вот вяжете. Очень как бы помогает сосредоточиться, сконцентрироваться, то есть убрать все лишние мысли из головы, просто вот сидеть и получать удовольствие. А потом, вы знаете, все в дело, все вот моточки маленькие, любые, вот не надо ничего выкидывать, мы все в дело. А потом, вы знаете, может быть, сейчас вам покажется глупая идея, да кому нужен этот плед, ну, знаете, когда вы его свяжете, я вам гарантирую, 100% вы найдете ему применение. Вот даже 200, потому что я тоже так думала, мне просто было интересно освоить именно технику вот эту, мне понравилось, я увидела видео, но это было, правда, очень давно, и мне так понравилось, думаю, ой, я тоже так хочу. И вы представляете, это так затянуло, я уже столько вещей связала таким способом, просто прелесть, мне нравится. Итак, видите, мы с вами все пока болтали, уже довязали. То есть нам опять нужно делать с вами поворот. И все. Делаем поворот, вяжем эту сторону. Довязали. Опять поворот. И просто единственное, естественно, здесь будет, конечно, увеличиваться вот, ну, ряды. А так принцип все тот же самый. Довязали, поворот. Довязали, поворот. Поворот я вам показала, как вязать. Возникла проблема, я даже как-то об этом, извините меня, я не подумала, что делать дальше. То есть девочки запутались, они связали со мной эту часть, дошли и запутались, как же идти дальше. И я хочу, естественно, исправить свою ошибку и вам показать, что же делать дальше. Смотрите, когда мы дошли до края, что мы с вами делаем? Мы с вами опять формируем уголок, то есть мы с вами поворачиваемся. И давайте еще раз поворот, да? Раз, петельку набираем, 2, 3, 4. Все, мы вяжем, начинаем сразу с вами вязать укороченные ряды. 4. И провязываем. Раз, 2, 3. Ой, 3 и 4. И кромочную. То есть опять разворачиваемся, девочки, опять вывязываем уголочек. Давайте, теперь 3. Раз, 2 и 3. 3 петли провязали и закрываем 3. Раз, 2 и 3. И кромочную. В следующем ряду 2. Раз, 2. Закрываем 2. Раз, 2 и кромочная. В следующем ряду 1. Одну закрываем и кромочную. Делаем петлю подъема. И теперь все в обратном. Вывязали мы вот так, по такие ступеньки. Дальше в обратном идем направлении. Вот у нас 1. Мы за крайнюю, за кромочную будем добирать. Раз, провязываем. Раз и кромочную. Дальше эту 1 мы провязываем. Ну, давайте ее за 2, чтобы у нас не было просто дырочек. 1 и 2, вот уже со 2 ряда добираем. Добираем, то есть мы увеличиваем количество наших петель. Провязываем. Раз, 2 и кромочная. Теперь 1, которую мы можем уже, вот она у нас появилась, вот она, нам ее видно. Вот она, да? Мы ее уже можем связать самостоятельно. 1. 2 еще не можем, мы ее за 2 кромочные. Ой, сейчас, подождите, не вижу. Да, то мне через камеру не очень видно. 2. И 3 добираем со ступенечки, тоже с кромочных. Так, раз и 2. Вот. Итого у нас уже с вами 3 провязанных. Соедините вот здесь вот, прям потяните за рабочую ниточку, потом вытяните, чтобы вот между столбиками не было большого расстояния, больших дырок. Теперь 3. Раз, 2,
3 и кромочная. Есть, да? Теперь набираем мы одну петлю, столбик, второй уже у нас с вами образовался, мы его видим, второй. Третью пока мы с края заберем двойную. Ой. И четвертую мы с вами добираем. Четвертая. Подтягиваем, видите, чтобы не было больших дырочек. Провязываем 1, 2, 3, 4 и кромочная. Все. А нам надо, чтобы было, естественно же, 5. Вот наша 5-я. Так, мы провязываем 1, 2, у нас уже все образовалось, 3, 4, пока мы за 2 провяжем, потому что мы ее только в предыдущем ряду подобрали. 4. И нам нужно, естественно, 5-ю. Вот наша 5-я. 1 и 2. Подняли. Все. Провязываем. Провязали. Смотрите, мы с вами повернулись, уже повернулись в эту сторону. И дальше мы с вами будем привязываться вот к этой стороне. Это наше начало было. Помните, это наши воздушные петельки, с которых мы начинали. Мы теперь повернулись к ним. И все, теперь все то же самое. Набираем. 1, 2, 3, 4. А 5-ю мы с вами уже берем половинку и цепляемся. Смотрите, вот сюда, вот он ряд идет первый, да, как бы вот он. И чтобы сохранить наш рисуночек, вот сюда. И провязываем соединительный столбик сначала, а потом закрываем мы с вами. 1, 2, 3, 4, 5 и кромочная. Есть, да? Теперь следующее будем соединяться. Опять 1, 2, 3, 4. 5-ю берем половинку. И в следующий, видите, вот следующий ряд у нас. Соединяемся. Смотрите, я вам покажу поближе. Вот вы не бойтесь, тоже разъедините свое вязание. Посмотрите, куда вам удобнее, куда вам красивее будет. Это не обязательно. Может, вы захотите вот сюда вот прям соединиться. Ради бога, это ошибка никакой не будет. Просто общайтесь со своим вязанием. Как вам удобно, как вам нравится. Это же ваше вязание, это ваше изделие. Смотрите, соединительный столбик вытаскиваем, потом сразу вот в эту половинку. И у нас с вами, видите, 5 столбиков. И провязываем их 1, 2, 3, 4, 5 и кромочная. Вот. Вот посмотрите, как мы с вами поворачиваемся. Вы проследите путь. Смотрите, я вам сейчас поближе вот так покажу. Смотрите, вот, давайте проследим. Вот идет косичка, поворачивает, еще раз поворачивает. Вот она идет. Теперь еще раз поворачивает. То есть все у нас идет, видите, как по спирали. Если красиво и все правильно сделать, у вас, смотрите, вот она, каждая идет, каждая поворачивает ее, каждую видно, каждую можно проследить. То есть столбик в столбик, косичка в косичку. У вас количество петель не меняется. У вас будет меняться количество рядов. Естественно, у нас же каждый раз, девочки, увеличивается. Если мы провязывали сначала 5 рядов, потом у нас было 10, потом 15, потом... То есть количество рядов провязанных у нас сейчас с вами будет увеличиваться, потому что это как бы закономерно, у нас вязание увеличивается, а количество петель должно быть неизменным. Их всегда должно быть 5. За исключением, когда мы вывязываем укороченные ряды. В укороченных рядах все должно быть сначала на убывание, потом на возрастание. Все в зеркальном положении. Вот, смотрите, видите, как мы с вами уже привязались. Сейчас дойдем вот до этого уголка, и опять у нас будет поворот. Сейчас вот еще один ряд.
Вот он, да, последний ряд. Все. Дальше мы опять начинаем все то же самое. Поворот. То есть укороченные ряды, поворачиваемся сюда, с вами вывязываем. И дальше идем вот по этим кромочным. Дошли до уголка, опять поворот, и все. Вы просили показать, как сменить нить и что делать с кончиками при тунисском вязании. Ну, кончики здесь вязать не получится. Я покажу, как их потом спрятать, но это дальше. Сначала нам нужно сменить цвет. Смотрите, не нужно менять цвет прям именно вот в уголке. Посмотрите, вот небольшой кусочек, если у вас остается, если вы вот прям вот сюда дошли, распустите лучше один ряд, чтобы на уголок выйти уже именно новым цветом. Ну, смотрите, когда вы уже готовы поменять цвет, довязали ряд до конца, вот эту последнюю мы распускаем. Видите, остаются 2 петельки. Мы их поднимаем на крючок. Берем ниточку другого цвета. Я вот так прикладываю и провязываю последнюю кромочную петлю уже другим цветом. И дальше идем мы с вами набирать. Вязать дальше. А хвостики сзади мы сейчас с вами завяжем. Я вам покажу мой волшебный узелок. Вот так. И продолжаем вязание в обычном режиме. Чтобы вот эти петли, видите, не были растянутыми сильно. Просто подтягиваем, но опять-таки же, да, чтобы не сильно. Переворачиваем и завязываем наши вот эту ниточку тоже, которая закончилась чуть-чуть. Сильно не нужно тянуть. Я завязываю раз, сильно не тяну, а второй узелок я завязываю двойным. Смотрите, обвитием раз обвиваю и второй раз. И уже затягиваю посильней. В принципе, ниточку можно обрезать, но чтобы было аккуратней, пока мы ее оставим, и нам с вами нужно пройти до этого места по кругу и в край ввязать ее. Я пока оставляю хвостики так, пусть они пока лежат, и пройдусь этой ниточкой уже другим цветом по кругу. Когда дойду до этого места, я вам обязательно покажу, как мы будем ввязывать эти хвостики. Я провязала по кругу, по квадрату, так скажем, так будет точнее. Теперь смотрите, дошли мы до наших хвостиков. Чтобы они здесь у нас сзади не болтались, давайте их вот по одной цепочке, вот по этой, по кромочной, мы их просто сейчас проведем несколько, и потом их вяжем. Вот так, достаточно несколько раз вот зацепить, и хвостики наши никуда уже не денутся. Сейчас я их назад выведу. Вот так вот. Все, дальше мы будем вязать, и, естественно, эту кромочную мы с вами будем ввязывать. Вот смотрите, следующий ряд уже идет, мы будем ввязывать эти хвостики. Мы захватываем кромочную вместе с узелком. И дальше продолжаем вязание. Еще покажу один ряд. Ну, вы когда проделаете эту операцию, манипуляцию, вы сами поймете, конечно же. Смотрите, мы берем пятую и кромочную вместе с тем, что мы сами ввязали. Все. Потом, естественно, можно будет лишнее отрезать. Все, что мешается, но изделие не распустится. И, видите, получается все аккуратно.
ничего, никакого узелка уже не будет видно. Вот это вот, когда вы, вот это мы все обвяжем, это можно будет отрезать хвостик, и все. Вот, смотрите, что получилось. Довязала я до уголка. Вот наша ниточка. Если хотите, можете ее прям подтянуть, уложить и ненужное отрезать. Все. Все аккуратно и с той стороны. Но потому что это плед, как мы будем заворачиваться, как он завернется на нас или там на собаке или на ком-то, будет неизвестно. Поэтому обе стороны должны быть чистые. Вот. По поводу еще дальше. Смотрите, сейчас у меня, как видите, получился прямоугольник. Чтобы получился квадрат, если вы хотите именно квадрат, то нужно провязать еще одну сторону вот здесь. Тогда получится квадрат, и можно уже как бы будет закрыть и обвязать. Я сейчас все это вам покажу, как закрывается и как обвязывается. У меня получился квадрат. Ну, естественно, он немножко сместился, но ничего страшного. Форма и расцветка может быть разной. Естественно, размер тоже будет у вас побольше, но я покажу на этом маленьком кусочке. Довязываете вот вы до края. Остается вот это вот верхняя, самый уголочек, наша воздушная петля, когда мы набираем, когда формируем наш уголок, поворот, да, вот ее вытянуть нужно, как бы, чтобы ее не потерять. И смотрите, прямо отсюда мы с вами начинаем обвязку. Да, и если у вас, ну, размер, конечно, побольше, и у вас остались вот здесь вот хвостики где-то, вы их точно так же вплетите вот в заднюю половинку вот этой вот кромочной, оплетите, и мы сейчас это все обвяжем. Просто смотрите, мы вставляем вот внутрь, насквозь, то есть не берем не дужку, а внутрь. И начинаем обычными столбиками без накида обвязывать наш край. Можете взять, если хотите, поменьше крючок. Но я думаю, раз уж мы вязали этим крючком, то нужно и продолжать. Вот последнюю, вот здесь вот пятую, давайте еще мы соединим. У нас осталось одно соединение, чтобы у нас уже было все ровно. Подтянем и провяжем столбик. Все. А дальше в каждую косичку кромочную по всему периметру мы обвязываем обычными столбиками. Потом, если вы хотите еще раз, можете какой-то другой ниточкой обвязать или другим рисунком. Может быть, сделать какие-то такие вот красивые воланчики или бахрому. Но все равно для начала нужно обвязать все, выровнять все края. Потом это отпарить, но попрошу внимательно не отгладить, а отпарить. То есть через какую-то ткань, там полотенчик, или, может быть, у вас есть специальная марля, как вот раньше у нас была. То есть влажную, да, сделать влажную обработку утюжком, просто паром, выровнять все уголочки, потяните, где не нужно, уберите все, что вам мешает. Я тоже сейчас обвяжу по краю и покажу вам, что должно получиться в конечном результате. Забыла вам сказать, когда вы будете доходить до уголка, до вот этой вот петли нашей воздушной, которую мы делали, сюда нужно провязать 3 столбика. Это чтобы развернуться, чтобы уголочек у нас был красивым. Раз, это на эту сторону, 2, это на центр, и 3 мы с вами уже поворачиваемся. Тогда уголочек тоже будет красивый и обозначенный, да, так скажем. Сейчас я провяжу несколько рядов, вы посмотрите. Ой, несколько столбиков, вы посмотрите. Вот, видите, как у нас уголочек тоже красиво сформировался. Так, в каждом уголочке в вершинку мы провязываем 3 столбика. Ну, я закончила обвязку. Видите, какой ровный край получился. Я отпарила мой образец. Вы не представляете, он такой мягкий, очень приятный. Вот если бы еще его постирать надо было бы и вам показать. Ну, в общем, жалко, что камера не передает вот эти вот тактильные ощущения. Но, как видите, все получилось замечательно.
у нас с вами. Так что, если это видео было вам полезно, то, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. Мне кажется, результатом вы должны быть довольны. И хотя бы раз попробовать такой связать себе плед. Себе или ребенку, питомцу, свекрови, теще, в общем, своим близким. И не только. Такие пледы можно спокойно вязать и на продажу. Я как бы очень довольна нашим с вами результатом. Всем пока-пока.